Приветствую всех на канале Сад-Агро своими руками. Сегодня мы будем проводить одну из самых важных подкормок нашего лука, которая поможет нам налить головку. Это лук, который мы выращиваем из рассады, а лук, который мы выращивали через лук-севок, арпачик или тыканка по-другому называется, мы уже урожай на нем собрали. И урожай достаточно неплохой. Вот короткий фрагмент видео уборки урожая лука-севка. В чем отличие технологии выращивания лука рассадным способом от выращивания лука-севка? Ну, понятно, прежде всего мы сеяли семена, выращивали рассаду. Все это происходило ранней весной. Потом, когда рассада подросла на протяжении 60 дней, мы провели ее высадку на грядку. И уже вот во второй половине июля, можно сказать, в конце июля, лук приближается к своему завершению. Его выращивание приближается. Смотрите, какие головки уже налитые, но нужно еще помочь. Какие подкормки мы проводили? Во-первых, когда рассада была еще маленькая, мы провели азотную подкормку, помогли нарастить листья, зеленую массу, да? Потом провели подкормку универсальным удобрением, которое позволило помочь сбалансированному развитию растений. Ну и вот сейчас пришла пора проведения калийной подкормки. Именно калий помогает увеличивать плоды на растениях. Выращиваем Exhibition и Universa. Это два очень хороших сорта, которые мы уже выращивали раньше и продолжаем выращивать в этом году. Смотрите, как расположена сама луковица по отношению к поверхности земли. Она как бы над нею, над поверхностью земли. Корневая система очень близкая, что облегчает проведение эффективных подкормок. Корень сразу берет все, что мы внесем. А почему так высоко расположена сама луковица? Да потому что мы высаживали мелко рассаду. Мы не заглубляли ее. И после проведения высадки рассада как бы даже немножечко лежала на земле. Ну, давайте перейдем непосредственно к приготовлению раствора. Подкармливать будем калием сернокислым, по-другому он называется сульфат калия, 20-25 грамм на 10 литров воды. Приблизительно вот такое количество на столовой ложке. Если чуть-чуть ошиблись, ничего абсолютно не будет страшного. Разводим в отдельной емкости. Почему? Потому что калий достаточно трудно растворяется. Если бы мы в ведре растворяли его, то сразу бы разводили в ведре. Но в лейке будет трудно понять, что он уже растворился. Поэтому прозрачная баночка как нельзя лучше подойдет для мониторинга визуального, что удобрение растворилось. Перед подкормкой немножечко увлажнили почву и поливаем из лейки. Главное донести рабочий раствор до корневой системы, что совсем не сложно, потому что он располагается очень близко к поверхности почвы. Корень практически на поверхности. Проведя такую подкормку, а возможно еще один раз мы повторим через неделю, мы добьемся максимального увеличения головки. Это первая цель, которую мы преследуем, проводя такую подкормку. А вторая цель, за счет калийной подкормки луковицы потом будут гораздо лучше храниться. То есть калийная подкормка улучшает лёжкость. Вот такая очень полезная подкормка. По сути, мы лук репчатый из севка выращивали таким же способом, проводя такие же подкормки. И лук рассадный тоже так подкармливаем. На эту грядку мы еще с вами вернемся, но уже на уборку урожая. Посмотрим, какие луковицы вырастут, как они будут выглядеть и как подействовали все агротехнические приемы, которые мы использовали при выращивании этих растений. На этом видео я закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.